Прямо сейчас, пока вы смотрите это, из-под земли по всему миру поднимают миллионы баррелей нефти. И вот что не укладывается в голове. Когда скважину только пробурили, наверх сама выходит лишь 1/10 часть того, что лежит внизу. 9/10 остаются в земле. И даже когда человек пускает в ход всю свою технику, насосы, воду, пар, компьютеры, он в лучшем случае забирает около половины. Остальное остается под ногами. Часто навсегда. У нас есть буровые на 5 километров вглубь, машины, которые видят сквозь камень, миллиарды долларов. И все это не может вытащить нефть целиком, проигрывает куску мокрого известняка. Почему самый ценный ресурс планеты невозможно достать до конца? Что там внизу держит его крепче любых наших машин? Сейчас разберемся. И поверьте, в конце вас ждет то, чего вы точно не ожидаете от обычной скважины. Начнем с главного заблуждения. Спросите любого, как выглядит нефть под землей, и почти каждый представит подземное озеро или черную пещеру. Пробурил, опустил трубу, качай как воду из колодца. Ничего подобного там нет. На глубине 3 километров вокруг только камень, сплошной серый твердый песчаник или известняк. Где же нефть? Возьмите обычную банку и насыпьте песка. Кажется полная, но между песчинками полно крохотных пустот. Влейте туда масло. Оно не соберется в лужу, а спрячется в этих щелях, обнимет каждую песчинку. Вот так же нефть сидит внутри камня, в миллиардах пор, каждая тоньше человеческого волоса. И камень держит ее мертвой хваткой, как мокрое полотенце, которое ни за что не выжать досуха. Вот первая причина, почему нефть нельзя просто выкачать. Она не разлита озером, а вцепилась в породу. Ее приходится выманивать, обманывать, выдавливать. И первый же урок человек получил больше века назад. 10 января 1901 года. Холм Спиндлтоп на юге Техаса. Из скважины с ревом бьет черный столб, почти на 50 метров вверх, выше любой вышки. 100 тысяч баррелей в день, 9 дней подряд, пока фонтан не смогли укротить. Все решили, что нашли бездонный источник. Они ошибались. Это была не щедрость земли, это была ловушка. И вот почему. Почему фонтан вообще бьет, если нефть так вцепилась в камень? Все дело в давлении. На глубине 3 километров на каждый сантиметр породы давит вся толща земли сверху, в сотни раз сильнее, чем на поверхности. А вместе с нефтью в порах заперт сжатый до предела природный газ. И жара под стать. С каждым километром вглубь земля все горячее. На 3 километрах царит под 100 градусов. Вот в этой раскаленной давящей тьме и живет нефть. Стоит буру пробить пласт, и вы будто открываете крышку. Сжатый газ рвется наружу, вспенивается и толкает нефть перед собой вверх по трубе. Земля какое-то время сама выплевывает сырье. Насосы не нужны, качать нинементы. Инженеры зовут это первым естественным этапом добычи – мечта. Только мечта короткая. Газ выходит, давление падает, и уже через год-два фонтан выдыхается. И вот первая жестокая цифра. На одном природном напоре человек забирает лишь 10–15%. Остальные 90% остаются внизу. Вот откуда та самая цифра – 90%. Это не преувеличение. Ровно столько нефти осталось бы в земле, если бы человек останавливался на этом шаге. Почему так много? Поры в камне – это лабиринт из узких горлышек и тупиков. Нефть рвется на отдельные капли, и каждая застревает в своем закутке, зажатая силами сильнее любого насоса. А природный напор – сила капризная, и это показал случай 1910 года в Калифорнии. Скважину Лейк-Вью на глубине 700 метров разорвало давлением, фонтан снес вышку и не унимался 1,5 года. 9 миллионов баррелей, большая часть впиталась в песок и была потеряна навсегда, крупнейший случайный выброс в истории. Земля отдала лишь то, что само рвалось наружу, а как только напор кончился, захлопнула дверь. Забирать остальное человеку пришлось силой. Раз Земля больше не выталкивает нефть сама, ее надо толкать. Начинается второй этап добычи. Сначала пробуют самое простое – опустить в скважину насос и качать как сок через трубочку. Так появились знаменитые насосы-качалки, что день и ночь кланяются на промыслах.
Но насос лишь поднимает то, что и так дотекло до скважины. Из сухих зажатых пор он нефть не высосет, там нет давления. Значит, давление надо вернуть. И вот решение. Рядом бурят вторую скважину и под огромным напором качают в нее воду. За сутки столько, что хватило бы на десятки бассейнов. Вода занимает опустевшие поры, поднимает давление и гонит нефть к первой скважине. Так добывают на большинстве месторождений мира, и отдача поднимается с 10-15% до 30-40%, уже почти вдвое больше. Но и это не победа. Потому что у воды предательская привычка. Знаете, что делает вода на сухой, растрескавшейся земле? Находит одну трещину, и вся уходит туда, а вокруг остается сухо. Под землей то же самое. Вода подвижнее густой нефти, находит самые легкие дорожки, прорывается к скважине и лезет наверх вместо нефти. Через несколько лет из трубы идет грязная жижа, где воды больше 90%. Гнать ее наверх и очищать становится просто невыгодно. Итог. Человек залил под землю целую реку, поднял отдачу до трети с небольшим, а больше половины нефти все еще внизу, спряталась в тупиках, куда вода поленилась зайти. Чтобы достать ее, пришлось придумать оружие посерьезнее. Начинается третий этап, самый дорогой и самый изощренный. Если нефть цепляется за камень, значит, надо изменить саму нефть. Сделать ее текучей, скользкой, заставить отпустить породу. И тут инженеры вытворяют то, что похоже на фантастику. Первое оружие – углекислый газ. Его сжимают так сильно, что он превращается в плотную жидкость, ни газ, ни вода. Он смешивается с нефтью, растворяется, и густая нефть разбухает, теряет вязкость, течет почти как вода. И выскальзывает из пор, которые держали ее намертво. Второе оружие – пар. В тяжелую, почти смолистую нефть загоняют пар, раскаленный до 300 градусов. Он расплавляет застывшие в камне фракции, и подземная смола, наконец, сдвигается с места. Третье оружие – химия. В закачиваемую воду добавляют полимеры, и она густеет, как кисель. Такая стена уже не проскочит по узким лазейкам. Она идет сплошным фронтом и выдавливает нефть из самых укромных щелей. Заводы, насосные станции, гигантские затраты энергии. И к чему это приводит? В лучшем случае отдача доходит до половины, изредка до 60%. И вот честный ответ на вопрос, который у вас уже наверняка возник. А половина – это предел? Почти. Собрав всю армию, воду, газ, пар, химию, человек чаще всего забирает лишь около половины, и каждый следующий процент дается дороже предыдущего. Но осталась еще одна хитрость. Не сила, а точность. Долгое время человек бил вслепую, знал, что нефть где-то внизу, но не видел ее. Теперь видит. По поверхности над месторождением раскладывают тысячи датчиков и бьют вглубь короткими звуковыми ударами. Звук отражается от слоев камня и возвращается назад, а компьютер строит из этого эха объемную карту недр, вроде рентгеновского снимка планеты. На экране видно, где еще нефть, а где уже одна вода. А дальше настоящая магия бурения. Раньше скважина шла только прямо вниз, как гвоздь в доску. Теперь бур доходит до пласта, плавно поворачивает и идет вбок, прямо внутри нефтяного слоя. Представьте трубочку, которую вводят в торт сбоку и ведут через самую начинку на несколько километров. Одна такая скважина собирает нефть с огромной площади, а умные клапаны в трубе сами перекрывают тот участок, откуда пошла вода. И все равно, даже видя нефть насквозь и дотягиваясь до нее вбок, человек упирается в стену. В ту самую треть, а то и 40%, что размазаны по камню отдельными каплями. Их держат капиллярные силы, и против них бессильны и вода, и пар, и самый умный компьютер. Вот полный честный ответ. Половина – это не случайная цифра и не лень инженеров. Это примерно та граница, у которой физика пор берет верх над любой техникой. Последнюю треть нефти достать нельзя ни за какие деньги, по крайней мере пока. Но даже за эту половину человек платит куда больше, чем деньгами. Ведь все, что он делал внизу, выкачивал нефть, вдавливал воду, менял давление в пласте, не проходит бесследно.
Достать нефть – это вынуть из камня то, что миллионы лет держало все в равновесии. И когда равновесие рушится, счет приходит наверх, прямо под ноги людям. Чтобы понять почему, вспомните. Вместе с нефтью в порах было давление. Оно изнутри распирало породу и помогало ей держать вес всех верхних слоев земли. А теперь уберите эту опору. Жидкость ушла, поры опустели, и колоссальный вес сверху начинает вдавливать пласт в самого себя. Стенки пор трескаются, схлопываются, весь слой становится тоньше, как оседает пышное суфле, стоит вынуть его из духовки. И это проседание слой за слоем ползет к поверхности. Именно это случилось в Калифорнии у города Лонг-Бич. Под ним гигантское месторождение Уилмингтон. Его качали все жаднее, и уже в 40-х земля начала уходить из-под ног. Порт проседал, причалы, дороги, здания, железнодорожные пути медленно опускались вниз. Родская вода поползла на сушу. Местами поверхность просела почти на 9 метров, высота трехэтажного дома, ушедшая под землю. Мосты трескались, трубы рвались, ущерб считали сотнями миллионов. Как это остановили? Тем же, с чего начинали. Стали закачивать воду обратно в пласт. Она вернула давление и подперла проседающую землю изнутри. Опускание замерло. Но теперь этот кусок побережья приходится вечно держать на водяной подушке, которую человек сам под него и подложил. Целый порт медленно тонул только потому, что глубоко под ним вынули жидкость из камня. Но проседание – это еще цветочки. Потому что иногда, вынимая нефть, человек будет нечто куда более опасное. Землетрясения все считают чистой стихией. Так вот, человек научился их устраивать. Сам, своими руками. И сначала даже не понимал этого. Вместе с нефтью из земли всегда идет грязная соленая вода. Девать ее некуда, поэтому ее закачивают обратно, в глубокие пласты под большим давлением. Кажется безобидно. Но глубоко внизу земная кора не сплошная. Она пронизана древними разломами, где огромные каменные плиты прижаты друг к другу. Ив держит трение. Они хотят сдвинуться, но их сжимает чудовищной силой. Трение не пускает. Тысячелетиями. А теперь представьте, что в этот стык просачивается закачанная человеком жидкость. Она срабатывает как смазка. Трение падает, и плиты, копившие напряжение тысячи лет, вдруг срываются. Толчок. Землетрясение. Только спусковой крючок нажал не разлом. Его нажал человек. Север Нидерландов над огромным газовым месторождением Гронинген. Плоские поля, старые кирпичные фермы, где отродясь не было землетрясений. И вот по мере того, как десятилетиями качали газ и давление в пласте падало, землю стало потряхивать. А 16 августа 2012 года у деревни Хёзинге тряхнуло магнитудой 3,6. По меркам природы пустяк, но очаг был у самой поверхности, прямо под домами. Треснули тысячи зданий, посыпалась кладка. Люди поняли, их земля, которая никогда не двигалась, теперь опасна. И виновата не тектоника, а добыча у них под ногами. Власти начали сворачивать одно из богатейших газовых полей Европы не потому, что газ кончился, а потому что земля начала мстить. И Гронинген тут не одинок. В нефтяных штатах Америки после массовой закачки сточной воды сейсмографы стали ловить сотни толчков в год там, где раньше было тихо. И тут у вас может возникнуть тревожная мысль. Если из-под земли выкачали столько нефти, не остаются ли внизу гигантские пустые пещеры, готовые однажды обрушиться? Не провалится ли целый город под землю? Успокою. Развершейся бездны под ногами не будет. У камня жесткий каркас из песчинок, он не рассыпается в пыль. А главное, как только из поры уходит капля нефти, ее место тут же занимает закачанная вода или газ. Поры не пустуют. И этот подземный водяной затвор держит на себе вес верхних слоев. Поэтому земля не рушится в яму, она лишь медленно оседает. Внезапного обвала можно не бояться, а вот та самая тихая просадка и рукотворные толчки – плата вполне реальная. Так почему же человек не может забрать всю нефть? Теперь вы знаете ответ целиком. На природном напоре наверх выходит лишь 1/10 часть. Водой ее доводят до трети, паром, газом и химией до половины. А дальше встает стена. Последнюю треть держат капиллярные силы в порах, и ее не взять ни давлением, ни деньгами.
И все, что человек все же отвоевывает, планета возвращает по-своему, тонущими городами и рукотворными землетрясениями. Дело не в слабых насосах и не в нехватке ума. Просто человек воюет не со скважиной, он воюет с самой планетой, и та не отдает свое до конца. Каждая капля бензина в баке вашей машины – это итог вот этой невидимой войны на глубине в несколько километров. Войны, в которой человек до сих пор забирает лишь половину, а вторую планета оставляет себе. А как думаете вы, стоит ли выжимать из Земли последнюю каплю, если она отвечает толчками и провалами? Напишите в комментариях, и если было интересно, подпишитесь, дальше будет еще удивительнее.